последнее время я все чаще работаю с техническими красками, поэтому думаю, сегодня самое время вам рассказать о них. То есть, какие вот самые ходовые, а какие вообще самые неюзабельные, которые при покупке которых вы их используете максимум один раз, и они будут у вас просто стоять и портиться со временем, потому что, как вы знаете, краска имеет срок годности. В целом любая, поэтому сегодня обезопасим ваш кошелечек и поговорим о самых таких распространенных и самых полезных, самых таких юзабельных, самых используемых технических красках. У меня их здесь немного, я расскажу о большем количестве, которых у меня даже нет, но с которыми я имел дело работать. В общем, краски делятся на, как вы знаете, бывают специальные под какие-либо отряды или армии, как у меня, например, это... У меня вот видите, их не особо много, сейчас на руках всего лишь 3. Хотя я использовал гораздо больше, какие-то я брал у знакомых, какие-то брал там у друзей и так далее. Поэтому опыта у меня чуть больше, чем здесь, конечно, показано, но в любом случае. То есть первая техническая краска, которая у меня вообще появилась, ну, не техническая, ну то есть, да, техническая, есть еще текстурная, но мы сейчас говорим именно о технической краске. В общем, у меня есть вот такой вот прикол, называется Nighthound Gloom, чисто для одной армии, для одного отряда, такая синяя красочка, для Nighthound'ов, как и понятно по названию, потому что такой цвет только для них. В целом я его больше нигде не использовал, потому что она сильно жидкая, то есть ей не покрасить там где-нибудь еще какие-нибудь штуки, поэтому она в целом стоит, я ее не использую, но слава богу, она у меня была просто в наборе. То как я покрасил хаунтов и все, то есть я ее закинул, я ей не пользуюсь. Если у вас много хаунтов, красьте, ну в целом, наверное, имеет смысл ее покупать. А так, если нету, то я вам расскажу сегодня о более интересной краске. И первая краска, которая меня удивила в недавнее время, я ее, кстати, недавно выходил на нее обзор на канале, можете найти. Это краска Blood for the Blood God, как так она называется, то есть кровь для бога крови. Техническая краска с очень интересными характеристиками и действительно очень реалистичная кровь. Такую кровь вы не нарисуете сами. И эта краска однозначно стоит вашего внимания, даже если вы не фанат ГВ, не пользуетесь красками от Citadel любыми. Эта краска действительно вас порадует, приятно удивит, и она действительно стоит своих денег, это 100%. Потом тоже очень полезная краска, это, ну, не краска, ну, будем называть это краской, да, это вот такая вот красочка, которая у меня есть, я ее очень долго искал, наверное, где-то полгода или даже год, я очень хотел ее купить, и наконец-таки купил. Можно, конечно, и поменьше бутылек брать, но мне мне надо много, поэтому она у меня такая. Это Lamia Medium, это так называемый разбавитель от ГВ, от Games Workshop. Lamia Medium очень-очень полезная штука, потому что она поможет вам сделать переходы более мягкие по цветам. И, в общем, однозначно советую и рекомендую. Эта красочка очень классная и очень много где применяется. Ее можно использовать как лак, типа как вот зафиксировать слой, как зафиксировать целую всю миниатюру, потому что это не лак, и, конечно, далек от идеального лака, но все, что у меня есть сейчас, оно даже хуже, чем Lamia Medium, поэтому я его частенько использую, хоть оно дает некрасивый блеск, то есть тут надо, опять же, с умом подходить, но она очень классная даже в виде лака, и даже в виде, то есть это разбавитель это очень хороший, и также это неплохой лак, который тоже можно использовать, и, ну, однозначно вы не прогадаете, поэтому Lamia Medium это тоже топ, прям вот красочки, которые вот должны быть у вас 100%. Дальше, кстати, поговорим опять же о красочках, которые у меня нет и которых я на самом деле не использовал, но могу вам рассказать про них, потому что мне их тоже много кто советовал и рекомендовал. У меня, к сожалению, нет. Это всякие всевозможные, я знаю, есть зеленый и, по-моему, есть синий, но зеленый вот точно. Зеленый для рисования всяких камней. Это достаточно интересно. Тоже как-нибудь надо затестить эту техническую красочку, потому что очень много о ней слышал. Очень, говорят, очень здоровская. То есть для именно рисования всяких, знаете, камней, то есть таких изумрудов, нам может каких-то там оружие, или нам может какие-то прям на самих миниатюрах рисовать там всякие изумруды. Именно техническая краска,
облегчает вам создание тех или иных эффектов. Потому что, например, кровью для бога крови вы офигенно нарисуете кровь, очень реалистично. Например, с коррозией тифуса вы сделаете очень крутую коррозию. То есть, ну, вот такие вот моменты, поэтому эти краски просто созданы для того, чтобы облегчать вашу покраску. Потому что в целом вы, думаю, запаритесь делать коррозию без специальной краски, или, например, рисовать кровь без специальной краски. Но, опять же, кровь вы нарисуете, но она будет не настолько реалистичная, чтобы... то есть вы поняли, чтобы задавать нужную атмосферу. Поэтому для этого существуют специальные краски, и я думаю, не надо экономить на них, и их однозначно стоит хотя бы даже затестить, просто затестить. И, не знаю, использовать на постоянке или просто хранить у себя как вот момент. В общем, зеленая краска для рисования всяких камней тоже мне рекомендовали как must-have, но я ее, честно, не использовал, поэтому покупайте на свой страх и риск. Но мне ее рекомендовали действительно знающие люди и не один человек. Следующая краска, которая тоже очень хорошая, вот я буквально пару дней назад мне ее подогнали, это коррозия тифуса, это краска для того, чтобы рисовать коррозию. Не знаю, вышло ли видео о коррозии или нет, я сейчас вот только что снимал обзор на эту краску, ну то есть и на сам эффект. И эта краска, просто вы не найдете ей альтернативы, вот действительно реально. То есть это такая полужидкая краска с крупицами песка. Я повторюсь, опять же, как в том ролике, я использовал дополнительный песок, но это вовсе не обязательно, потому что его одного достаточно даже одного слоя. То есть с одного слоя уже получается достаточно неплохой эффект коррозии. Я даже могу показать, потому что у меня здесь все очень близко. Вот такой вот эффект получился, такая темная миниатюра, интересно, классно. И вот коррозию тифуса я вот долгое время не слышал об этой краске, точнее, как я говорю, я не слышал этой краски вообще. Потом мне понравился эффект на фотке в инстаграме у другого художника. Я написал, спросил, как ты это сделал. Он мне сказал, вот коррозия тифуса, используй ее, и все будет окей. Я ее купил, ну не купил, наверное, подогнали мне ее. И это не моя краска, я ее, скорее всего, отдам в ближайшее время. Но в любом случае, интересный опыт по использованию этой вот краски. И быть может, я прикуплю и себе такую же. И кровь для бога крови, если будет желание. Сейчас, правда, и зима, чуть-чуть попозже, думаю, да, будут такие планы. Подкупить красочек, потому что у меня уже заканчиваются. И заодно купить что-нибудь новенькое. Вот, и в том числе технические краски, это будет классно. И текстурные краски, о них я тоже как-нибудь расскажу, у меня с ними опыта не так много, но тоже есть что рассказать, поэтому технические краски, текстурные краски, это все не просто какой-то маркетинг со стороны Games Workshop и какие-то новые линейки, а действительно продукция, которая облегчит вам покраску миниатюр, и будет все получаться лучше и лучше с их используем, потому что они действительно выводят ваш уровень покраса на абсолютно другой уровень, и это действительно круто. Поэтому мне нравятся технические краски, мне нравятся текстурные краски. Ну и в целом краски ГВ мне нравятся, это не реклама, но в целом вот так вот как-то. Поэтому пишите свое мнение о текстурных красках, о технических красках в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, и увидимся в новых роликах.